Всем привет, с вами Пиксел, мы продолжаем играть в игру под названием Зуба, и сегодня будем играть за Генри. Что-то он меня вчера как-то удивил, когда почти соло развалил 3 сквада. Это было эпично, поэтому чего-то захотелось за него сегодня поиграть, плюс у нас какие-то легкие бои, хотя они сейчас закончатся, будут, наверное, либо сложные, либо стандартные, но ладно, уже принял решение играть в командных, значит будем играть в командных. Также, ребятки, я забыл вам рассказать, у нас есть акция, ну то есть как ее вчера или позавчера уже анонсировали, но еще есть возможность поучаствовать, такая Adventure Awaits. В общем, в чем суть акции? У вас должен быть сквад из скинов, ну, из персонажей, которые будут одеты в эти скины. Я не знаю точно, нужно ли все персонажи разные. Возможно, нет, возможно, да. Но суть в том, что вы берете вот этих вот персонажей, играете сквадом, делаете скриншоты. И тут написано монет, но в Фейсбуке написано 4000 гемов каждому участнику сквада. То есть разработчики выбирают 5 рандомных сквадов из тех, кто присылает им скриншоты. И каждому участнику этого сквада, возможно, ну кого они выберут, да, для победы, получает 4000 гемов, не монет, не монет. Я смотрел на английском, смотрел в официальном, ну, заполнении анкеты вот этой, где нужно заполнять. Там именно гемы. Плюс, если у вас выше, ну, лига, чем 15 и выше, то вы получаете еще 40 тысяч монет на каждого игрока. Такие вот дела, поэтому, ребятки, участвуйте. Зуба. Впрочем, ничего нового. В общем, участвуйте. Это очень крутой вариант заполучить кучу гемов. Стандарт. Ну ладно, погнали все равно в командный бои. Разваливать. В принципе, про акцию рассказал. Кто хочет, как говорится, участвуйте. Потому что у разработчика, на самом деле, на акции очень, ну, вот эти все акции, да, не такая уж и большая конкуренция. Вот серьезно. Акции все публикуются не в Фейсбуке, поэтому всегда лучше там сидите, смотрите и участвуйте, потому что слишком круто, чтобы не участвовать. Вот такие вот реалии. Ну а мы отправимся за Генрика, сейчас будем разваливать. В принципе, моя команда уже разделилась как могла, поэтому мы сейчас тоже будем разваливаться, скорее всего. Прекрасная команда. Так, может, все-таки стандартный пойдет? Ну, я не знаю. Ладно, давайте повеселимся, а там как пойдет. Никсы уже убежали. Наверное, не аптечку залутали, судя по тому, что я видел залаганного бота какого-то, который остался. Ой, ну надо что-то лутать, потому что я без аптечек не смогу заточить. Это проблема. Но опять же. Да. Так, пока что так делаем. Жесть. Фулл хп 14-му Генри снес. Какой там акул уровнем? Вы заметили, какой уровнем был акул, да? Жесткий уровень акула. Очень жесткий, прям вообще. Ну давай, ну долети ты. Задолбали. Пингвина сейчас будем ловить. Дерзкий пингвин. Но, изи как бы разваливаем. Рискнет, как думаете? Блин, у меня аптечек нет, я тут быкую, а у меня аптечек нет, понимаю. Вот это я бык. Ладно, давайте залутаем аптечки. Лишнюю одну залутаем тоже. И погнали убивать Луи. Ну, кстати, вот заметьте, по урону достаточно жесткий Генрик получается. Блин, да нажмись ты кнопка. Просто не могу попасть в кнопку сейчас, чтобы вы понимали. Так, ну, Никс тут умирает, но там вроде как есть кому помочь. Вроде как. Ну, я тут залетел, всех шотнул. Нормально, сойдет. Хотя там Никс еще живой. Но Орлу не повезло, он мне попадает как раз в момент, когда... Ну, в общем, мне автоатакой лук туда стрелял, куда надо было. Итак, там у нас еще жираф торчит. Правда, он уже не торчит, он сейчас умрет. Гениальность. Гениальность. Ну, заметьте, мы все вышли. Это очень странно. Потому что просто здесь было, наверное, в этот момент 3 сквада. То есть один сквад попозже чуть подошел. То есть 2 сквада между собой дрались. Мы втроем в них залетели, добили. Ну и последний сквад, он попозже чуть подошел. И наши ребята там плюс-минус его зажали и добили. О, это тот пингвин, который убежал тогда. Эх, пингвин, пингвин. На тебе. Да видали просто насквозь, ну. Люблю игру эту за это. Ладно, погнали за пингвином, неадекватом этим. Он как бы все равно умрет, без вариантов. Обидно, что он достал до меня. Теперь замедление-то неудобное. Ай, сам сейчас тупанул. Сейчас было сам тупанул.
Ну, просто человек на пингвине, видно, что одарен интеллектуально, развитие, все дела, там IQ миллион. Ну, как вы знаете, как обычно у этих пингвинов. И в зоне умрет, да? Видите? Видите, какой человек? То есть тянул время, чтобы умереть в зоне. Где логика? А нет ее. Почему? Потому что это прекрасные неадекваты в зубе. Также, ребят, хотел бы, наверное, напомнить, что у нас... Ну, я провожу розыгрыш, 12 тысяч гемов, там видео на канале есть. Круто, круто, очень круто. И еще один момент. Как вы заметили, у меня уже нету новых ивентов, то есть они пропали, у меня появились опять старые. К чему я это всему говорю? К тому, что вот этот новый ивент, это, скорее всего, был тест, типа теста. Возможно, даже невозможно, с шансом 100% так запустят Safari. Ну вот серьезно. Потому что по другому варианту у разработчиков пока, ну, они не показывали других вариантов, как запускать новые ивенты, да? То есть такой, вот это Safari, который они говорили, что VIP специальное приглашение получите, все дела, там на почту, бла-бла-бла. Ну, как его еще по-другому активировать? Вот, есть только один вариант, вот эти новые ивенты, которые уже с января тестируются. И, скорее всего, это будет оно. Ну, как видели, оно работает криво, непонятно, что вообще там будет. Надеюсь, они нормально сделают, потому что если Safari нужно будет выполнять таким же образом, что нужно будет ночью заходить через каждые 4 часа, ну это полный бред. Поэтому просто ждем, смотрим. Опять же, разработчики говорили скоро. Ну, как видите, скоро уже 2 недели прошло от анонса Safari. 2 недели, если что. 2 недели. Это скоро. Блин, а у меня лука нет. Джейд с ботинком, офигеть. Ну ладно, я не особо это осуждаю, как бы. Ботинок-то норм. Гений на Джейд сейчас будет здесь бегать и убивать все, что бегает, все, что шевелится, да? Мне просто надо в нее сейчас... Кстати, вы видели, я ее куснул, а меня не продамажило ее почему-то. А что ты бежишь? А что такое? Испугались, испугались, да? Ой-тю-тю-тю. Все, доигралась Джейд, добегалась. Что с головой? Что с головой? Ботинок с головой, наверное, у нее случился. Бывает, да. Играть соло от команды и с ботинком вместо головы. Это прекрасно, я считаю. Так, тут у нас кенгуру противников. Ну, мне главное было отхилиться, остальное мне не особо важно. Надо Брюсика идти спасать. Он у нас гений. Так, бахаем здесь достаточно хорошо. Лутаем арморчик. Я случайно аптечку стыкнул, хотя хотел тыкнуть арморчик. Но уже не важно, в принципе, мы победили. Так, мне здесь главное сейчас подамажить противника, чтобы было, ну, вот так, изи. Так, лутаем красивый этот, легендарное копье, отжимаем бобра. Хотя, на самом деле, здесь у бобра не надо было отжимать. А что на 4? А где один умер? Мы же были все вместе, настолько Брюс, один здесь вот тут чуть-чуть умер. Остальные-то были живы. Ой, что за логика? Что за логика? Как они умирают? Я им соло бои тащу, они умирают, понимаете? Соло бои тащу, соло. Но они умирают все равно. Все равно умирают. Соло бои, просто соло бои тащу. Откуда здесь Яра взялась? Алло. Адекватные можно? Не? Больно как же больно. Аптечки одной не хватает, не хочу сейчас залетать. Жираф, конечно, бык конкретный. Да что ты такой меткий, слышь? Жирафская морда. Что такой меткий? На тебе копье в лицо. Ай, ладно, мы победили, это не важно, просто противники гении. А мы вчетвером, заметьте, моя команда, они хотя бы стараются. Ну, как бы, как стараются? Я все соло тащу, но они стараются, да. Они хотя бы не умирают там, где не нужно. Они сидели себе под домиком и жили. Что делала Джейд? Ох уж эти загадки. Загадки идеальных команд. Идеальных игроков зубы. Опять же, вот Генри это просто машина. Машина, которая ходит и уничтожает все, что можно. Поэтому качайте Генри, ребятки, он офигенный. Возможно, кстати, будем его качать на 15 уровень. Судя по тому, что монет много. Я, правда, не знаю, сколько у него жетонов. Ну, главное уже, что не жетоны. Жетоны уже то дело такое. Попался, бобер. Попался. Попался. Как говорится, я все вижу, а ты... Итак, 11 киллов, как бы изи. Опять же, кто мой союзник делся? Там вроде Никс еще один был, да? Но я уже этого не узнаю. Никто этого уже не узнает. Это секрет, который умер вместе с ним. Ладно. Че, у меня там квестик на Стива? Ну, подлетаем потом уже. Пробить. Вот самый лучший квест сложный, это пробить 3000 метров. Просто стал и бежишь. Да, кайф.
Ладно, отправим в следующий бой. Надо бустить дальше рейтинг Генри. Хотя, на самом деле, я вот вчера играл на Джейд. Это просто лютая имбища. Ну, Джейд всегда лютая имбища. Но в чем прикол? Мне нужно было выполнять квестик. Нужно было сделать 3 бота убить в одном бою. Это было дико сложно сделать. Я зашел в командные бои. Спецом ради этого дела. Да блин, да дайте я его кушу, ну. Видели этот беспредел просто? Чё мне команда каких-то недалеких постоянно попадается, а? Так, ладно, пока что живем. Микса. Да что там у них, 2 пингвина, что ли? А, да, 2 пингвина, понял. А нет, 1, то... Я просто подумал на бобра, что это пингвин. Норм мне так мысли, да? Да, я промахнулся по Никсу впритык копьем. Так, вернемся к сути. Я рассказывал там про то, что выполнял вчера квестик на Джейд на убийство 3 ботов. Было сложно, наверное, боев 5 потратил. Но где зашел в командные бои, просто убегал от команды и набивал ботов. И знаете, в чем прикол? Все бои я затащил. В чем прикол? Я вот не понимаю. То есть я убегаю от команды, при этом тащу все бои. Это очень странно было видеть. Ну, то есть убежал, прибежал, команда где-то там побегала, поубивалась, затащил бой. Там максимум не один умирал союзник, и все. Это очень странно, но это Джейд. Кстати, по поводу Джейд. Вы видели вот этот новый ивент? И как я на него, как на нем использовал низкоуровневую Эдну, да? И видели, как изи набивать киллы. А киллы это, как вы заметили, очки. А очки это быстрый проход ивента. То есть, к чему это все? Абуз слития рейтинга. Сливайте рейтинг на Джейд, именно на Джейд, потому что там берете ботинок даже. Берете ботинок. И просто это имбой на низком рейтинге врываетесь в эти... Ну, если вам выпадет этот сафари, как и виповская, да? Скорее всего, не знаю, выпадет оно или нет. Капец, они душные. А чё я один? Я хочу жить! У меня уже никто не рейтинг, да? Бесполезная Джейд. Тише. Ой, короче, ладно, мы тут по уровню проиграли. Так, в общем, виповская сафари будет, скорее всего, по такому же сценарию. То есть, скорее всего, будет вот эти по 5 очков за убийство. А значит, нужно будет сливать рейтинг на каком-нибудь персонаже и на нем набивать. Опять же, каждому свой персонаж, но, как по мне, Джейд нереально жесткая, нереально мощная, нереально удобная для этого всего. Поэтому, как говорится, пользуйтесь этим всем, ребятки, моими советиками. Да, кстати, ждем золотую лихорадочку. Скорее всего, на выходных она будет. Сегодня у нас уже суббота. Во второй половине дня, я думаю, ее завезут. Может, даже ближе к вечеру. Посмотрим, как говорится. В принципе, мне и акция на открытие сундуков, сброс, да, хороша будет. И золотая лихорадка. Ну, хочется золотую, у меня много серебряных сундуков, хочется монеток пофармить и накачать прокачку персонажа. Потому что, видите, вот на Генрике как раз есть на 15 уровень. Красиво, красиво. Ладно, ребятки, на этой прекрасной ноте мы закончим. Вот такой вот монстр Генри, способный разваливать почти все, что можно развалить. Мне просто в конце боя уже не повезло, там была причина, то, что меня отталкивали. То есть я пока долетал, мне уже full хп сносили, и было из этого неудобно. То есть Генри в таком пространстве не очень удобно играть, и поэтому он себя реализовывал достаточно плохо. Но если бы было бы другое место, я бы реализовался намного лучше. Ну, такие дела. На это все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставьте свои комментарии. Не болейте, не скучайте. Как говорится, ждем сафари, которая стартует скоро, да. Скоро 2 недели прошло. Не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.